Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 28 января, вторник. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Армия обороны Израиля заявила, что предприняла ряд действий по пресечению угроз и нарушений соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Цаль открыл предупредительный огонь по автомобилю, который пытался избежать проверки безопасности. Сообщается, что в центральной части Газа удар с использованием беспилотника был нанесен в качестве предупреждения после того, как транспортное средство пыталось проехать на север Газа через район, запрещенный для движения транспортных средств. По словам военных, в нескольких районах Газа, где по-прежнему размещены наши военные, они также открыли предупредительный огонь по приближающимся к ним подозреваемым. Новости на Радио Мария. И главной теме выпуска. Прошлым вечером через посредников Израиль получил список живых и павших заложников, которых должны освободить в рамках первого этапа нынешней сделки с террористами Хамас. Семьи похищенных получили соответствующие уведомления. Израильские СМИ со ссылкой на информированные источники и сведения, предоставленные Хамасом, пишут, что список заложников соответствует данным разведслужб Израиля. Из 33 заложников, которых должны были освободить в рамках первого этапа сделки, живы только 25. 7 из них уже освободили. Таким образом, на первом этапе на свободу должны выйти еще 18 заложников, а также должны быть переданы тела 8 невыживших заложников, если среди них семья Бибас не сообщается. Напомню, что ранее пресс-секретарь Цаля Даниэль Агари рассказал, что есть опасения за судьбу семьи Бибас. Еще раз добавлю, что речь идет только о первом этапе соглашения. Согласно официальным данным, с 7 октября 2023 года Хамас похитили 251 человека. По состоянию на 27 января прошлого года 85 заложников находятся в плену у Хамаса в секторе Газа. 84 заложника с 7 октября 2023 года и 3 заложника с 2014 года. Из них не менее 50 нет в живых. Их тела удерживаются Хамасом в секторе Газа. Главные новости Израиля. Палестинский исламский джихад опубликовал пропагандистское видео с заложницей Арбель Ехуд, которую должны освободить уже в ближайший четверг. Группировки уже ранее публиковали похожие ролики, что, по словам Израиля, является отвратительной психологической войной. Большинство израильских СМИ не публикуют эти ролики, и семьи просят СМИ не транслировать эти видео, лишь же кадры из этих видео. Добавлю, что видео, которое вчера появилось, Арбель Ехуд говорит своей семье, что с ней все в порядке. Также, что она надеется, что вскоре вернется домой, как и другие девочки. Напомню, что Ехуд должна была быть освобождена еще в течение прошлых выходных. По словам представителей органов здравоохранения, в результате огня израильских войск 2 человека были лишены жизни и 17 получили ранения на второй день протестов на юге Ливана, поскольку жители Ливана, перемещенные в результате 14-месячной войны между Израилем и Хизбаллой, пытались вернуться в деревни, где остаются наши военные. Огонь был открыт на следующий день после того, как ранее 24 человека были лишены жизни, когда израильские войска открыли огонь по протестующим. Напомню, что протестующие прорвали блокпосты, установленные вдоль границы. В соответствии с соглашением о прекращении огня при посредничестве США 27 ноября израильские войска должны были вывести войска с юга Ливана, ну а Хизбалла должна была выдвинуться к северу от реки Литани к 26 января. Хотя ливанская армия и миротворцы ООН уже разместились в нескольких деревнях до истечения крайнего срока, Израиль оставался в более чем дюжине деревень, заявляя, что ливанские военные не смогли развернуть свои силы.
Позднее же Соединенные Штаты и Ливан объявили, что срок выполнения условий прекращения огня продлен до 18 февраля. Израильские военные обвинили Хизбаллу в подталкивании людей к протестам и заявили, что солдаты открыли предупредительный огонь при приближении демонстрантов. Новости на радио Нария. В это же время лидер террористов Хизбалла Наим Кассем заявил, что группировка не примет никаких оправданий для продления срока для вывода войск Цаля с юга Ливана. Напомню еще раз, что Израиль заявил, что вывод нашей армии продлится дольше 60-дневного периода, предусмотренного в рамках соглашения о прекращении огня с ливанской группировкой, поскольку условия соглашения не были полностью выполнены ливанским государством. Кассем обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня 1350 раз. Бывший министр военного кабинета Бенни Ганц призывает Израиль расширить наземную и воздушную активность на юге Ливана, а не говорить о выводе войск. Обращаясь к журналистам, Ганц заявляет, что Израиль, цитирую, «должен обеспечить соблюдение подписанных им соглашений о безопасности» и обвиняет Хизбаллу в ежедневном нарушении режима прекращения огня. «Мы не должны мириться с какой-либо угрозой нашим границам». Обращаясь же к прекращению огня в Газе, Ганц говорит, что изменение ситуации в Газе является, цитирую, «десятилетней задачей» и что в ходе переговоров по второй фазе соглашения Израиль должен потребовать устранения правления Хамас и демилитаризации сектора, а также привлечь международное сообщество к управлению Газой в ближайшие годы. Мы можем вернуть наших заложников, сменить правление Хамас, нанести удар по Ирану и содействовать нормализации отношений со странами региона. Мы не должны упускать эту возможность, заявляет Бенни Ганц. Новости на радио Нария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 января уже 7-й раз давал показания по уголовному делу, связанному с шампанским и сигарами. Также Нетаньяху выступил с опровержением слухов о том, что он смертельно болен, и напомнил, что ложную информацию о состоянии его здоровья распространяют не впервые. Ранее же ненавистники премьер-министра Нетаньяху заказывали проплаченные материалы о Нетаньяху, в том числе и в русскоязычных СМИ, что якобы в деле о сигарах и шампанском лично Сара Нетаньяху требовала от мужа сигары и шампанское и требовала брать эти подарки. Также была и ложь о том, что якобы Сара Нетаньяху страдает алкоголизмом. Американские официальные лица подтверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне уже на следующей неделе. И говорят, что детали встречи могут быть согласованы, когда специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Витков отправится в Израиль на этой неделе для переговоров. По словам двух американских чиновников, которые знакомы с предварительным планированием поездки, если поездка состоится в эти сроки, Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом в Белом доме с момента его инаугурации на прошлой неделе. В Израиле же источники говорят, что визит Нетаньяху зависит и от его здоровья. Нетаньяху восстанавливается после операции. Напомню, что премьер-министру Израиля 75 лет. Ехиэль Лейтер начал свой первый день в качестве посла Израиля в США, сменив Михаэля Герцога, чей срок полномочий истек. Об этом сообщает посольство Израиля в Вашингтоне. Далее цитирую. Отношения между Израилем и Соединенными Штатами основаны на общих ценностях и интересах, а также на широком сотрудничестве на протяжении десятилетий. Я полон решимости продолжать укреплять эти уникальные отношения, углублять стратегическое партнерство, содействовать стабильности на Ближнем Востоке и укреплять безопасность и процветание народа Израиля, говорится в заявлении Лейтера. Я несу с собой боль семей, потерявших своих близких в навязанной нам возобновленной войне за независимость. Но я также несу с собой стойкость народа Израиля,
полного решимости победить в войне со злом, победить Хамас, вернуть наших заложников домой и никогда не позволить доверенным лицам Ирана угрожать нашим границам, добавляет Лейтер. Лейтер благодарит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу за его назначение и приветствует усилия премьера по управлению кораблем нашей нации в самые неспокойные дни и теперь ведущему нас в безопасную гавань. Лейтер также хвалит президента США Дональда Трампа, говоря, что, цитирую, «нет сомнений, что настоящий друг Израиля и еврейского народа вернулся в Белый дом. Вместе с администрацией Трампа мы будем работать над укреплением безопасности и стабильности Израиля и над разработкой эффективной региональной стратегии против иранской угрозы». Об этом заявил Ехиль Лейтер, посол Израиля в США. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. В это же время ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет указ, призывающий к созданию системы противоракетной обороны «Железный купол» для Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документ, который, по словам телеканала, он получил. Ранее же Трамп уже обещал создать такую систему, аналогичную системе противоракетной обороны Израиля, которая носит такое же название. Все это в рамках мер по укреплению военной безопасности США. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил на церемонии ООН, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, что Израиль, цитирую, «страдает и не достигает своей цели без возвращения всех заложников. Я стою перед вами как президент страны, которая полна решимости и гордости, но в то же время и страдает», — говорит Герцог. Хотя израильский народ был переполнен эмоциями, увидев, как 7 наших дочерей наконец-то героически выбрались из ада, 90 наших граждан, а также иностранных граждан, все еще остаются в плену у Хамас. Мы с нетерпением ждем освобождения еще 6 на этой неделе и ждем всех остальных. Я призываю всех представителей в этой Генеральной Ассамблее, всех, кто считает себя частью цивилизованного мира, приложить все усилия, чтобы обеспечить возвращение наших заложников в свои дома, каждого из них. Верните их домой сейчас же. Герцог читает особую молитву на иврите, призывая к безопасному возвращению заложников, которые, цитирую, «терпят нечеловеческие условия без необходимой первичной медицинской помощи, без посещений Красного Креста, без соблюдения какого-либо международного права или соглашений», заявил президент Израиля Ицхак Герцог. Ну и только что Израиль официально подтвердил, что список Хамас показывает, что 8 из 26 заложников, которые еще должны быть освобождены в рамках первой фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа, не выжили. Я же еще раз напомню, что 33 заложника освобождаются на первом этапе сделки. 7 живых заложников были освобождены с момента начала сделки 19 января. 18 из 26 оставшихся в списке имен живы, 8 нет. 33 имени в списке – это женщины, дети семьи Бибас, мужчины старше 50 лет, а также больные и раненые мужчины. В субботу армия обороны Израиля заявила, что у нее серьезные опасения относительно Шири Бибас и 2 ее маленьких сыновей – Ариэля и Кфира. Вопрос о том, живы ли заложники в секторе Газа, стал душераздирающим вопросом для семей, которые ожидают их освобождения, который подталкивает правительство Израиля к заключению соглашения об их освобождении, опасаясь, что время уходит. Новости на радио Нария. Армия обороны Израиля осуждает группу солдат Цааля, один из которых был заснят на видео в нижнем белье, которое солдат примерял во время рейда в дом палестинской женщины в городе Вифлеем, цитирую. «Это серьезный инцидент, который не соответствует ценностям Цааля. Мы знаем об этом инциденте и разбираемся с ним», говорится в заявлении пресс-службы Цааля. Причастные к инциденту солдаты будут допрошены и подвергнуты дисциплинарным мерам со стороны своих командиров. Напомню, что на фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях и которые вы сейчас видите в видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария, можно увидеть солдата в розовом нижнем белье, а также бюстгальтере. Солдат ходит по дому и танцует в белье перед другими солдатами.
Полиция Израиля и служба безопасности Шабак арестовали 2 резервистов армии обороны Израиля по подозрению в шпионаже в пользу Ирана в обмен на финансовую компенсацию, говорится в заявлении представителя полиции. Полиция сообщает, что главный подозреваемый Юрий Элиасфов служил в подразделении ПВО «Железный купол» армии обороны Израиля и передал своему иранскому куратору секретные материалы, полученные во время службы. Контакты между Юрием и иранским агентом начались в сентябре прошлого года. Несколько месяцев спустя Элиасфов завербовал в шпионскую схему своего друга Георгия Андреева, познакомив его с тем же иранским агентом. Андреев служил в военном штабе армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Полиция обвиняет 2 21-летних подозреваемых, оба из севера Израиля, в преступлениях против безопасности, передаче секретной информации и оказании помощи врагу во время войны. Ожидается, что прокуроры предъявят им обвинения уже в ближайшие дни. Сам же Элиасфов вел съемку на базе «Железного купола» и передал отснятый видеоматериал своему куратору в Иране. Напомню, что за последнее время это уже 4-е дело, связанное со шпионажем в пользу Ирана. Во всех случаях шпионами оказываются русскоговорящие репатрианты из стран СНГ. Но если ранее шпионами становились гражданские, то в этот раз военные армии обороны Израиля лично стали иранскими агентами. Мы надеемся, что молодые люди получат пожизненное заключение, а их семьи будут депортированы в страну исхода. Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте своим телефоном QR-код на ваших экранах. Также ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Или же в поиске в Телеграм напишите «Радио Нария» латинскими буквами. Новости на Радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать нас вы можете прямо сейчас. Нажмите на кнопку «Подписаться», подпишитесь на наш YouTube-канал. Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в среду, 29 января, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.